1970-х годах было проведено известное исследование, известное как Бридж-Стади, исследование моста, чтобы изучить, как эмоциональный контекст влияет на человеческие взаимодействия. Во время этого эксперимента исследователи поместили группу мужчин и женщин в два разных сценария. Одна группа взаимодействовала на подвесном мосту, а другая — на твердой земле. Результаты оказались удивительными. Женщины гораздо чаще перезванивали мужчинам, с которыми общались на подвесном мосту, и игнорировали тех, с кем взаимодействовали на устойчивой земле. Причина этого кроется в эмоциональном воздействии опыта. Женщины на мосту испытывали страх и выброс адреналина из-за нестабильности и высоты. Эти интенсивные эмоции бессознательно интерпретировались как влечение к мужчинам, с которыми они взаимодействовали в тот момент. Другими словами, важны были не физические или интеллектуальные качества мужчин, а то, как женщины эмоционально чувствовали себя во время общения с ними. Этот эксперимент раскрыл фундаментальную истину о динамике между мужчинами и женщинами. Эмоциональное состояние женщины во время взаимодействия глубоко влияет на то, как она воспринимает мужчину перед собой. Дело не в логике, анализе или даже в сказанных словах. Все дело исключительно в переживаемых в моменте эмоциях. Таким образом, наука осветила принцип, который часто игнорируется мужчинами. Действительно важно то, как вы заставляете другого человека чувствовать себя. Номер 1. Ошибка большинства мужчин. К сожалению, большинство мужчин не понимают этого принципа. Они считают, что женское влечение связано с логикой, фактами или даже физической внешностью. Поэтому многие тратят часы на репетицию остроумных фраз, сложных стратегий или попытки впечатлить интеллектом или личными достижениями. Хотя такие усилия могут казаться логичными, они часто терпят полный провал. Причина этого проста. Женщины не уделяют приоритетного внимания тому, что говорится, а больше тому, что они чувствуют во время взаимодействия. Они не запоминают точные слова или содержание диалога, но глубоко сохраняют эмоции, которые вызвало взаимодействие. Это ключевое различие в том, как мужчины и женщины воспринимают мир, укоренено в биологии и эволюции. Номер 2. Биология эмоций. На протяжении тысячелетий выживание женщин зависело от их способности оценивать эмоциональное воздействие, которое мужчина может создать. В эпоху пещер, например, женщинам нужно было быстро определять, является ли мужчина сильным, надежным и способным их защищать. Эти характеристики оценивались не словами, а чувствами, которые он вызывал. Мужчина, который заставлял женщину чувствовать себя в безопасности и защищенности, имел больше шансов завоевать ее доверие и, следовательно, обеспечить продолжение рода. Этот эволюционный приоритет сохраняется и сегодня. Даже в современном мире женщины продолжают отдавать приоритет эмоциям над логикой во взаимодействиях. Неважно, насколько связно или красноречиво говорит мужчина. Если он не способен вызывать положительные эмоции, его быстро забудут. Именно поэтому многие мужчины не могут привлечь женщин, даже если они обладают привлекательной внешностью или впечатляющим интеллектом. Номер 3. Что действительно ищут женщины? Когда женщина разговаривает с мужчиной, она не анализирует его слова, как судья оценивает доказательства в суде. Она, скорее, чувствует и эмоциональную энергию, которую он излучает. Подсознательно она задается вопросом, вызывает ли этот мужчина любопытство? Интригу? Возбуждение? Или он заставляет ее испытывать негативные эмоции, такие как дискомфорт, скуку или, что еще хуже, равнодушие? Большинство мужчин попадают в последнюю категорию. Они не могут создать значительный эмоциональный опыт. Они играют на безопасном уровне, остаются предсказуемыми и в итоге оказываются забытыми. С другой стороны, мужчины, которые овладели искусством пробуждать эмоции, оставляют неизгладимое впечатление. Эти мужчины не обязательно самые красивые или богатые, это те, кто знает, как воздействовать на эмоции женщины. Номер 4. Роль уверенности. Уверенность часто называют привлекательной чертой. Но почему это так? Дело не в самой уверенности, а в эмоциях, которые она вызывает. Уверенный мужчина заставляет женщину чувствовать себя в безопасности, вызывает любопытство и интерес. Он излучает чувство приключения и стабильности, которое пробуждает положительные эмоции. С другой стороны, нервный или чрезмерно извиняющийся мужчина излучает неуверенность, вызывая чувство дискомфорта или жалости, эмоции, которые далеки от пробуждения влечения. Номер 5.
Урок от великих лидеров. Эта концепция не нова. На протяжении истории харизматичные лидеры, такие как Юлий Цезарь, вдохновляли на лояльность и восхищение не только своими словами или делами, но и эмоциями, которые они вызывали у своих последователей. Цезарь заставлял своих воинов чувствовать себя непобедимыми, создавая такую мощную эмоциональную связь, что его лидерство стало легендарным. Таким же образом мужчины, понимающие силу эмоций, могут завоевать не только женщин, но и любую аудиторию. Номер 6. Как выделиться? Обычный мужчина пытается впечатлить логикой и вежливостью, надеясь убедить женщин в своей значимости. Однако такой подход оставляет женщин равнодушными, поскольку он не создает никакого эмоционального опыта. Чтобы выделиться, нужно идти дальше. Мужчина, который понимает этот секрет, не сосредотачивается на том, чтобы говорить правильные слова или впечатлять фактами. Он использует язык тела, тон голоса и свою энергию, чтобы создать эмоциональную связь. Этот мужчина способен вызывать любопытство, тайну и возбуждение. Он умеет шутить легко, держать женщин в напряжении и создавать атмосферу ожидания. Это делает его незабываемым. Пока другие мужчины быстро забываются, он остается в памяти, даже после короткого взаимодействия. Номер 7. Эмоции длятся долго. Слова, которые вы произносите, могут исчезнуть из памяти женщины, но эмоции, которые вы в ней пробудили, могут остаться на всю жизнь. Мужчина, который способен создать сильный эмоциональный опыт, может быть запомнен навсегда, даже если больше никогда не увидит этих женщин. Это демонстрирует огромную силу эмоций в наших взаимодействиях. Секрет завоевания и привлечения женщин заключается не в том, чтобы быть идеальным или говорить правильные вещи, а в создании эмоций. Женщины не запоминают слова, которые вы используете, но помнят, как вы их заставили чувствовать. Сосредоточьтесь на создании моментов любопытства, интриги и возбуждения. Используйте язык тела, тон голоса и свое присутствие, чтобы пробуждать положительные чувства. Помните, то, что остается в их памяти, это не то, что вы сказали, а то, как вы их заставили себя чувствовать. Это настоящий ключ к тому, чтобы выделиться и быть незабываемым. Давайте продолжим видео, но сначала, если вы дошли до этого момента, мой дорогой, напишите в комментариях слово «100%» или что-то подобное, чтобы подтвердить, что вы усвоили урок из видео. Для более интересных тем подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео и делитесь им позже. Секрет привлечения. Эмоциональное воздействие как ключ к долговечным отношениям. Наука о человеческом поведении предлагает нам увлекательный взгляд на то, что действительно соединяет мужчин и женщин. Среди множества сделанных открытий одна истина выделяется особенно ярко. Влечение не основано на логике, словах или даже на внешности. То, что действительно имеет значение, это эмоциональное воздействие, создаваемое во время взаимодействия. Понять и применить эту идею может полностью изменить то, как вы общаетесь с женщинами, делая вас для них незабываемым. Номер 1. Сила эмоций. Урок эволюции. С самых первых дней существования человечества эмоции играли ключевую роль в выживании. Тысячи лет назад жизнь была полна непредсказуемости и опасности. Для женщины способность быстро оценить эмоциональное воздействие мужчины могла стать разницей между жизнью и смертью. Ей нужно было определить, является ли он сильным, защитником и способным обеспечить ее безопасность в враждебной среде. Эти потребности так глубоко сформировали человеческое поведение, что до сих пор женщины отдают приоритет эмоциональным ощущениям, которые вызывает мужчина. Неважно, насколько развито общество, эти эмоциональные связи остаются запечатленными в женском подсознании. Именно поэтому понимание роли эмоций не просто полезно, но необходимо для создания искренних и долговечных связей. Номер 2. Самые частые ошибки мужчин. Многие мужчины совершают ошибку, считая, что женщины оценивают их взаимодействие, основываясь на логике или объективных заслугах. Они тратят время и энергию, чтобы сказать правильные вещи, показать свои достижения или выглядеть безупречно. Однако такие попытки часто заканчиваются неудачей, потому что игнорируют то, что действительно имеет значение – эмоциональный опыт. Когда мужчина сосредотачивается только на логике, он забывает, что женщина не запомнит точные слова, которые были сказаны. То, что останется в ее памяти, это ее ощущения. Мужчина, который вызывает скуку или равнодушие, даже если он сказал что-то интересное, будет забыт.
С другой стороны, мужчина, который вызывает любопытство, волнение или даже удивление, останется в ее памяти надолго. Номер 3. Как женщины воспринимают взаимодействие. Чтобы лучше понять, важно знать, как женщины воспринимают взаимодействие. В отличие от мужчин, которые часто оценивают ситуации аналитически, женщины воспринимают взаимодействие эмоционально. Во время разговора они сосредотачиваются не на объективном содержании слов, а на том, какие чувства вызывают эти слова и жесты. Например, простая улыбка, сопровождаемая уверенным взглядом, может иметь гораздо большее воздействие, чем умная фраза. Эта энергия, передаваемая через язык тела, тон голоса и зрительный контакт, вызывает мощные эмоции. Эти элементы, часто игнорируемые мужчинами, являются настоящими катализаторами влечения. Номер 4. Невербальный язык. Основной компонент. Человеческое общение выходит далеко за пределы слов. Исследования показывают, что большая часть взаимодействия между людьми является невербальной. Это включает осанку, жесты, тон голоса, ритм речи и зрительный контакт. Для женщин эти сигналы особенно важны, потому что они передают уверенность, безопасность и намерение ясно и инстинктивно. Мужчина, который входит в разговор с расслабленной и уверенной осанкой, смотря в глаза женщинам и говоря спокойным, но твердым тоном, уже оказывает эмоциональное воздействие, даже не сказав ничего значительного. С другой стороны, мужчина, который выглядит напряженным, избегает зрительного контакта или кажется нервным, излучает неуверенность и дискомфорт, эмоции, которые отталкивают, а не привлекают. Номер 5. Важность уверенности и тайны. Уверенность и тайна – два основных ингредиента в создании мощной эмоциональной связи. Уверенность – это не просто вера в себя, но и умение излучать энергию, которая заставляет другого человека чувствовать себя в безопасности и вызывает интерес. Уверенные мужчины обладают магнитным присутствием, потому что они излучают стабильность и надежность. Тайна, в свою очередь, пробуждает любопытство. Когда мужчина не раскрывает все о себе сразу, он создает чувство ожидания. Это удерживает женщину вовлеченной, заставляя ее гадать, что еще скрывается за его словами и действиями. Тайна, по сути, является инструментом для продления эмоционального воздействия, создавая долгосрочную память. Номер 6. Почему предсказуемых мужчин забывают? Предсказуемость – один из главных врагов влечения. Мужчины, которые следуют заранее продуманным сценариям, стараются слишком угодить или избегают любого рода конфликтов или эмоциональных вызовов, в итоге забываются. Это происходит потому, что во время взаимодействия не создается никаких значимых эмоций. Женщины постоянно ищут эмоциональные переживания. Мужчина, который удивляет, бросает вызов или даже уважительно провоцирует, создает богатую эмоциональную атмосферу. Он предлагает то, что большинство мужчин не могут предложить – новизну и возбуждение. Номер 7. Психология долговечного влечения. Долговечное влечение не строится на логике, а на повторяющихся и последовательных эмоциях. Мужчина, который понимает это, знает, как направлять взаимодействие так, чтобы создавать эмоциональные, американские горки. Это не значит манипуляцию, а скорее предоставление эмоциональных переживаний, которые позитивны, захватывающие и запоминающие. Например, чередование моментов легкости и серьезности, поддержание женского любопытства к вашим намерениям и демонстрация сильного присутствия – это стратегии, которые создают слои эмоций. Это эмоциональная глубина, то, что делает связь незабываемой. Номер 8. Как выделиться среди большинства мужчин? Чтобы выделиться, мужчине нужно отказаться от мысли, что слова – это главный инструмент привлечения. Вместо этого он должен сосредоточиться на эмоциональном воздействии. Это начинается с уверенности в себе и способности общаться невербально. Кроме того, крайне важно быть аутентичным и последовательным. Мужчины, которые пытаются казаться тем, кем они не являются, в итоге передают противоречивые сигналы, что вызывает недоверие. Напротив, мужчины, которые принимают свои недостатки и представляют себя такими, какие они есть на самом деле, имеют больше шансов создать искреннюю связь. Номер 9. Наследие эмоций. То, что остается в памяти людей, это не детали разговоров или представленные достижения, а эмоции, которые они испытали во время взаимодействия. Когда мужчина понимает это, он начинает меньше сосредотачиваться на том, чтобы впечатлить, и больше на создании значимых моментов.
Мужчина, который заставляет женщину чувствовать эмоции, такие как безопасность, любопытство, волнение и радость, будет запомнен. Даже если взаимодействие было кратким, эмоции, которые он вызвал, могут остаться на годы. Номер 10. Новый взгляд на привлечение. Ключ к тому, чтобы привлекать женщин и строить долгосрочные связи, не в том, чтобы следовать готовым формулам или впечатлять словами. Секрет заключается в том, чтобы понять эмоциональную природу женщин и использовать это аутентично и уважительно, создавая незабываемые переживания. Если вы хотите быть запомненным, забудьте о идеальных словах и сосредоточьтесь на эмоциональном воздействии. Это полностью изменит то, как вы общаетесь, и сделает вас по-настоящему незабываемым мужчиной. Давайте продолжим видео, но сначала, если вы дошли до этого момента, мой дорогой, напишите в комментариях слово «100%» или что-то похожее, чтобы подтвердить, что вы усвоили урок из видео. Для более интересных тем подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео и делитесь им позже. Как стать незабываемым для женщины? Секрет, который игнорируют мужчины. Представьте это, вы уверенный, харизматичный мужчина, которого невозможно забыть. Каждый ваш разговор с женщиной не только привлекает ее внимание, но и захватывает ее настолько, что она просто не может выбросить вас из головы. Она не помнит точно, что вы сказали, но знает, что рядом с вами она испытала что-то уникальное, интенсивное и глубоко запоминающееся. Кажется мечтой? Пора проснуться и узнать, как превратить это в реальность. Правда, которую понимают немногие мужчины, заключается в том, что женское влечение не основывается на логике, словах или внешности. Все дело в том, как вы заставляете ее чувствовать. Неважно, насколько вы умны, насколько хорошо одеты или насколько впечатляющим кажется ваше резюме. Если вы не умеете вызывать эмоции, вас забудут. А самое печальное – большинство мужчин делает именно это, остается незапоминающимися. Номер 1. Ошибка мужчин, живущих на автомате. Большинство мужчин считает, что завоевать женщину – это как решить логическую головоломку. Они думают, что если скажут правильные слова, покажут свои достижения или будут выглядеть идеальным парнем, этого будет достаточно. Они репетируют остроумные фразы, повторяют общие комплименты и следуют тому же шаблону, который используют 99% других мужчин. И угадайте, что? Это с треском проваливается. Почему? Потому что женщины не ищут логику. Они не хотят заученной речи или их ходячего руководства по эксплуатации. Они хотят эмоции. Хотят чувствовать. Хотят прожить с вами что-то такое, что заставит их сердце биться быстрее, вырвет их из рутины и оставит заинтригованными. Если вы этого не понимаете, вы обречены быть просто еще одним лицом в толпе. Номер 2. Секрет, который женщины не раскрывают. Вот кое-что, что немногие женщины признают открыто. То, что их привлекает, это не то, что вы говорите, а то, как они себя чувствуют, пока вы это говорите. В известном исследовании 1970-х годов исследователи поставили мужчин и женщин в две разные ситуации. На подвесном мосту, качающемся и вызывающем страх, и на твердой, стабильной земле. Результат? Женщины гораздо чаще запоминали и даже интересовались мужчинами, с которыми разговаривали на подвесном мосту. Почему? Потому что адреналин и эмоции ситуации усилили все. Они не влюблялись в самих мужчин, они влюблялись в переживания. И эти мужчины, оказавшись в нужное время в нужном месте, запечатлелись в их памяти. Теперь примените это к своей жизни. Когда вы разговариваете с женщиной, создаете ли вы захватывающий опыт или просто следуете тому же скучному и предсказуемому сценарию, который используют все остальные? Если вы не пробуждаете эмоции, вы упускаете свои шансы. Номер 3. Женщины запоминают эмоции, а не слова. Вот жестокая правда. Женщины не запоминают, что вы говорите. Они не будут прокручивать в голове каждую фразу, которую вы произнесли, или анализировать логику ваших слов. То, что остается в их памяти, это эмоции. Если вы заставили ее смеяться, заинтриговали ее, создали это приятное напряжение, которое делает разговор похожим на игру соблазнения, именно это она запомнит. Это означает, что вам не нужно быть самым умным парнем в комнате. Не нужно быть самым красивым или самым богатым. Вам просто нужно понять, как вызывать чувства. Будьте смелым. Будьте другим. Заставьте ее почувствовать что-то,
что не смог вызвать ни один другой мужчина. Разница между обычным мужчиной и незабываемым. Давайте будем честны. Большинство мужчин в этой области терпит полный провал. Они боятся рисковать. Они слишком вежливые, слишком предсказуемые, слишком безопасные. Они играют на безопасной стороне, пытаясь понравиться, не понимая, что отсутствие риска – это самый большой риск из всех. Женщины не интересуются мужчинами, которые следуют правилу не совершать ошибок. Их привлекают те, кто создает моменты, заставляющие их чувствовать себя живыми. Незабываемый мужчина – это тот, кто не боится провоцировать. Он умеет играть словами, создавать загадку, чередовать серьезность с игривостью. Он держит женщину в интриге, потому что никогда не бывает полностью предсказуемым. Он не играет, чтобы угодить, он играет, чтобы вызывать эмоции. Этот мужчина не говорит женщине, что он уверен в себе. Он показывает это каждым жестом, каждым словом, сказанным в правильном тоне, осанкой, которая излучает уверенность. Номер 1. Сила тайны и аутентичности. Вот секрет, который понимают немногие. Тайна – это мощное оружие. Когда вы не раскрываете все о себе сразу, вы создаете любопытство. А любопытство – это предвестник влечения. Женщинам хочется узнать больше о вас, разгадать, что скрывается за этой уверенной улыбкой, за этим проникновенным взглядом. Но тайна без аутентичности пуста. Вы не должны притворяться кем-то, кем не являетесь. Женщины быстро это замечают. Вместо этого станьте лучшей версией себя. Настоящая уверенность притягательна. Не пытайтесь произвести впечатление, покажите, кто вы есть, и дайте ей повод захотеть узнать вас ближе. Номер 2. Как трансформировать ваше взаимодействие? Если вы хотите выделиться среди 99% мужчин, начните фокусироваться на эмоциональном воздействии. Забудьте о заученных фразах или шаблонных комплиментах. Сосредоточьтесь на том, как заставить ее почувствовать что-то уникальное. Играйте с ней легко, бросайте вызовы в шутливой форме, провоцируйте ее с умом. Создайте разговор, которого у нее никогда не было. И помните, дело не в том, что вы говорите, а в том, как вы это говорите. Ваш язык тела, ваш тон голоса, ваше присутствие – все это говорит намного громче, чем слово. Смотрите ей в глаза, когда говорите. Используйте паузы, чтобы создать напряжение. И, прежде всего, будьте в моменте. Женщины чувствуют, когда вы отвлечены или нервничаете. Будьте там, телом и душой, и вас запомнят. Номер 3. Привлечение – это эмоция, а не логика. Никогда не забывайте, привлечение – это игра эмоций. Не пытайтесь выиграть ее с помощью логики. Если вы сможете заставить женщину почувствовать любопытство, волнение, безопасность и даже немного нервозности одновременно, вы станете для нее незабываемым. Слова могут быть забыты, но эмоции остаются. И мужчина, который знает, как вызывать правильные эмоции, может завоевать любую женщину, которую пожелает. Итак, в следующий раз, когда вы будете разговаривать с женщиной, спросите себя, создаю ли я опыт? Вызываю ли я эмоции или просто пытаюсь угодить? Если ваш ответ второй, пора менять подход. Выходите за пределы предсказуемого, рискуйте, будьте тем мужчиной, которого она никогда раньше не встречала. Мужчиной, которого она никогда не забудет. Теперь идите и станьте незабываемым. Мир полон обычных парней. Вы созданы, чтобы быть исключительным.